Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня будем вязать вот таких вот маленьких пучеглазеньких пчелок. Игрушка цельно вязаная. Крылышки вывязываются во время вязания. Размером она выходит около 4,5-5 сантиметров. Радужные получились немного меньше, 4,5 сантиметров. Из-за того, что пряжа немного тоньше. Сейчас скажу, какие материалы нам понадобятся для вязания этой игрушки. Плюшевая пряжа, у меня это Woolens Bunny Baby, желтый, метраж 100 грамм на 120 метров. Даже коричневая, тоже Woolens. И немного белого. Дальше понадобятся нам ножницы обычные. Маркер, каким вы пользуетесь, у меня это обычная тонкая нить. Крючок 4 мм или тот, которым вы обычно вяжете. Пластиковая игла для плюшевой пряжи. Зажигалка по желанию для того, чтобы припаливать нить. Клей обычный гелевый прозрачный Т7000 или Globus. И обычный холофайбер. Совсем немножко. Также глазки. У меня это 8 мм. Обычные полубусины для приклеивания. Сразу хочу предупредить, если вам не подходит скорость вязания, то вы можете изменить скорость видео, нажав на иконку шестеренки вверху экрана. Берем желтую нить и набираем 2 воздушных петли. Во вторую петлю от крючка вяжем 5 столбиков без накида. Подтягиваем нить, стягиваем отверстие и берем маркер, чтобы пометить начало ряда. Дальше вяжем прибавки. Первая прибавка 2 столбика в одну петлю. Вторая прибавка столбик 1. И вводим белую нить вязания. И вяжем пышный столбик, состоящий из 2 столбиков с одним накидом в одну петлю. Первый столбик с одним накидом, незаконченный, и второй столбик с одним накидом. И закрываем это все желтой нитью. Подтягиваем белую ниточку и вяжем вторую прибавку. Один столбик без накида желтой нитью и второй пышный столбик в эту же петлю. Раз столбик с одним накидом и 2 столбик с одним накидом, не законченный. Закрываем желтой нитью. Белую ниточку подтягиваем и вяжем 2 прибавки желтой нитью. Теперь завязываем кончики белой нити. И обрезаем. По желанию можно опалить кончики зажигалкой, чтобы нить не распускалась. Далее вяжем ряд без изменений, 10 столбиков без накида. Заканчиваем ряд, не довязывая последний столбик, и меняем цвет нити на коричневый, либо черный.
Завязываем коричневую и желтую вместе, чтобы кончики не вылезли. Далее вяжем 2 столбика без накида, прибавка, 2 столбика без накида, второй столбик не заканчиваем и вводим в вязание белую нить, будем вязать крылышки. Нить подтягиваем и вяжем 6 воздушных петель. В пятую и шестую петлю от крючка вяжем соединительные столбики. Подтягиваем нить и вяжем еще 6 воздушных петель. И снова в пятую и шестую петлю от крючка вяжем соединительный столбик, но в последнюю петлю вяжем соединительный столбик коричневой нитью. Продолжаем вязание коричневым и вяжем 2 столбика без накида. Прибавка и еще 2 столбика без накида. Последний не заканчиваем и меняем цвет нити на желтый. Следующий ряд вяжем без изменений, 12 столбиков без накида. Крылышки пропускаем и вводим крючок в следующую петлю. Теперь мы можем завязать кончики белой нити, они нам уже не понадобятся. Отрезаем и опалить зажигалкой. Кончики нити прячем внутрь и вяжем следующий ряд. Последнюю петлю не довязываем, меняем желтый цвет на коричневый и вяжем 2 столбика без накида, убавка, 4 столбика без накида, и убавка, 2 столбика без накида. И заканчиваем вязание желтой нитью. В следующем ряду будем ввязывать коричневую нить и вязать убавки. Это последний ряд. Первая убавка, вторая убавка, всю коричневую нить мы можем отрезать, она нам больше не понадобится. Маркер я тоже уже убираю. Прячем кончики коричневой нити внутрь. И теперь можно наполнить нашу игрушку. Я использую шариковый холофайбер. Стараемся набивать так, чтобы она у нас была не вытянутой формы, а более круглой. Вот такая пухляшка уже получается.
Далее продолжаем вязание и вяжем убавки до конца ряда. Это у нас 3-я убавка, 4-я убавка и 5-я. Отрезаем кончик нити, вытягиваем, вставляем в иголочку и будем сейчас закрывать отверстие. Я закрываю отверстие в конце вязания таким способом, изнутри. Далее прошиваем так несколько раз. И вывожу иглу между столбиков. После этого прячем кончик нити в полотне. Конечно, легче это сделать какой-нибудь деревянной палочкой, но у меня сейчас нет ее под рукой. Так, и проверили. Все, вот такая пчелка у нас получается. Если глазки у вас получились не одинакового размера, то вы можете подтянуть нитку иголкой и тем самым откорректировать размер глазок. И вот такая пчелка маленькая получилась. А сейчас нам нужно приклеить глазки. Сначала примеряем, как бы мы хотели, чтобы они выглядели. Можно сделать различное выражение мордочки, как будто она удивленная такая сидит. Или косоглазая. Вот так. Или глазки чуть-чуть повыше поставить, как будто она прям с-под лобика смотрит на вас. Либо в сторону, как будто вниз или прямо. Можно вообще всех пчелок сделать разными, чтобы покупатель мог выбрать, какая ему больше по душе. Вот такая милашка у нас получилась. Можно припудрить ей щечки, затонировать. Вот так. По желанию можно вышить ей ротик. Или нарисовать небольшой ротик черным текстильным маркером. Но она даже без ротика мило смотрится. Поэтому я оставлю так. Кстати, при вязании разноцветных пчелок смена нити начинается с 3-го ряда. Спасибо, что вязали со мной. Всего доброго!